Небольшой дисклеймер. Мы давно уже записали это видео, еще в середине февраля, и долго как-то не решались его выкладывать, но все-таки решили, что это будет полезно, в том числе и сейчас, и до сих пор актуально, потому что до сих пор многие люди собираются куда-то переехать, ищут варианты, и Польша остается для многих одним из главных вариантов, и мы хотели бы поделиться своим мнением, возможно, кого-то убедить, что это действительно хороший вариант. Было и остается. Для нас в Польше практически нет минусов. Знаете, это реально очень хорошее место для жизни, и мы хотели поделиться своим мнением. Да, поэтому оставайтесь с нами и дальше смотрите о наших причинах переезда и почему мы до сих пор остаемся в Польше и нам здесь нравится. Безопасность и свобода. Только ради этой причины можно переезжать из наших стран. Здесь в Польше доступна куча всяких лоукостов. Что еще можно пожелать для современного, свободного человека? В Европе путешествуют даже старички. Сами поляки, они очень открытые и добрые. С поиском работы здесь сложностей возникнуть не должно. Я зарабатывала намного меньше, чем я работаю здесь. 4 часа. Вы на любой, мне кажется, работе обратите внимание на то, что у вас улучшится уровень жизни. И какой-нибудь бабужатник будет стоить, как тут красивая квартира. Питание стало в разы разнообразнее, интереснее. Жизнь в целом комфортная во всех аспектах. Да, очень комфортно, классно. Спасибо полякам. Всем привет! Спасибо большое, что заглянули на наш канал. Здесь, на этом канале, вы можете найти все о Польше, конкретно о нашей жизни. Мы рассказываем все. История переезда нашего, не только нашего, наших знакомых, друзей. Истории жизни в Польше, адаптации, как мы все что угодно. Да. Финансовые какие-то дела. Как мы находим работу, как мы работаем, как мы изучаем язык. Даже как мы покупаем, как мы экономим на покупках и так далее. Поэтому спасибо большое еще раз, что заглянули на наш канал. И обязательно оставайтесь. Поставьте, пожалуйста, пальчик вверх. Можно даже подписаться. И погнали! Пришло время рассказать о наших основных причинах переезда в Польшу. И не только наших, наверное, а просто какие-то общие причины, которые мы можем для себя понять на данный момент. Поэтому это будет не какой-то там ранжированный список, а просто такие основные причины. Без первого места, без последнего. Они все одинаково важны, плюс-минус. Первое, что мы выделили для себя, Сашка, это, конечно же, безопасность и свобода тут, в Польше. Я считаю, что только ради этой причины можно переезжать из наших стран. Да, это основная причина для очень многих людей из постсоветских стран, потому что очень как-то нестабильная ситуация в последние годы во многих из этих стран. И из своего опыта, из опыта каких-то других людей, знакомых и незнакомых, мы понимаем, что большинство из них все-таки в Польше ради какой-то стабильности, спокойствия и безопасности находятся. Здесь мы ни разу еще, даже живя в Лоди, это не самый благополучный город, как бы считается, в Польше, мы не замечали ничего такого опасного для жизни. Да? Мы можем спокойно ходить по всем улицам, даже вечером. Тут все с этим круто. Да, мы после переезда первые месяцы очень с удовольствием ходили по улицам, как-то так спокойно, прям выдохнули. Было приятно находиться в городе в целом. Хотя, конечно, есть тут районы и улицы неухоженные, но как-то было приятно. Там все равно безопасно. Там все равно безопасно. Этот пункт мы точно хотим оставить. Он один из главных. Один из самых главных, да. А следующим важным конкретно для нас пунктом, и не только для нас, была возможность путешествовать. Здесь в Польше доступна куча всяких лоукостов, авиаперелетов, автобусов в другие страны. Мы уже успели немножко путешествовать даже в сложные времена. Просто вакцинировались здесь, в Польше, и буквально через месяц уже уехали в первое путешествие. Полетели в Италию, побывали еще в Праге, и еще планируем какие-то путешествия в будущем. В принципе, это реально недорого, очень легко и удобно. Вообще, все наши путешествия зафиксированы, поэтому обязательно можно посмотреть. Мы ссылочки оставим вот там внизу под видео. Обязательно переходите и смотрите. Там было очень классно. Да. Всегда мы путешествуем очень классно. Да, я хотела еще немножко добавить по поводу того, что в Польше это очень круто, что тут безопасно,
И плюс к этому еще можно свободно путешествовать. Это же просто невероятно классно. Вот что еще можно пожелать для современного, свободного человека, да? Да, имея польскую визу, почти все страны открыты. Потому что вот в Беларуси у нас вариантов было не так много. Ну, либо открывать, понятно, визу шенгенскую и куда-то уже выбираться через Вильнюс, через Варшаву, как мы делали, либо Россия, Украина. В Беларуси это было, конечно, сложнее, но даже в Беларуси мы всегда старались куда-то уехать. Вот еще хотела добавить, что вспомнила. В Европе путешествуют даже старички, что очень классно. Старички, я имею в виду пенсионеры. Ну, может, это обидно как-то будет, но я не знаю, как по-другому назвать. На самом деле в Беларуси мало кто ездит там из наших родителей, да, например, такого возраста или пенсионеры. Я считаю, что это тоже можно отнести в плюс. Да, но здесь что путешествует, что путешествует любой контингент любого возраста. Еще, по нашему скромному мнению, мне кажется, очень важный пункт — это то, что сами поляки, они очень открытые, добрые. Вот судя по тому, как я хожу там на работу или там в магазин, или еще мы где-то вот встречаемся в течение нашей жизни, то поляки, они оказались очень открытые, добрые, всегда помогающие. Да. Мои коллеги тоже всегда готовы прийти на помощь. Конечно, про этот пункт мы заранее не подозревали. Ну, как бы могли догадываться, что люди хорошие, но оценили в полной мере только уже после переезда. И это стало действительно очень таким важным пунктом для нас, потому что есть все остальные наши знакомые тоже отмечают, что люди готовы идти на контакт, помогать с любыми вопросами. Если кто-то плохо знает польский, люди готовы чаще всего переходить на английский, либо кто-то там знает русский более-менее. Ну, то есть поляки очень такие открытые, добрые, помогающие. Это важно. Да, вот даже бесплатная медицина, конкретно я была, бесплатная медицина, даже там все были очень добрые, открытые. Даже в очереди. Мы даже пока сидели в очереди, подружились с поляками и обсуждали очередь, хохотали. То есть они какие-то, прям, не знаю, нас всех друг друга. Как-то мы стали там как-то общаться. И так получилось, что в конце, когда каждый уходил, еще так: до свидания, всего хорошего, желаем друг другу. То, что все здороваются, прощаются, часто соседи, просто на улице, там во дворе кто-то. Это вообще очень непривычно, что... Не знаю, у нас в Беларуси, только, я не знаю, там прожила всю жизнь в одном доме, и мы все друг друга знаем, и там мы прощаемся, здороваемся. И считается дурным тоном, если ты прошел мимо знакомого, да, и не поздоровался. А тут ты в нашем доме всегда, когда идешь с любым человеком, я его вообще никогда в жизни не видела, он меня, в принципе, тоже, но мы все равно здороваемся. И здравствуйте, там... ля-ля-ля. Ну, особо лишнего текста нету, но так вот поздороваться, это тоже прикольно, да? Да. А четвертой причиной для переезда можно назвать большой и такой довольно развивающийся рынок труда, потому что, переехав сюда, я стал искать работу, я искал ее заранее, еще удаленно. Было, конечно, сложнее, но вакансий конкретно вот в IT-сфере здесь намного больше, здесь представлены там конторы с мировым именем, очень много и польских компаний. Я в итоге успел поработать уже в 2. Одна из них основана в Польше, но имеет уже офисы в нескольких странах. А вторая имеет уже кучу офисов тоже в разных странах, в том числе 3 из них в Польше. Вот. Работа полностью удаленно, все классно. Поэтому с поиском работы здесь сложностей возникнуть не должно. Для тех, кто ищет работу в других сферах, есть всяческие агентства трудоустройства. Я думаю, можно даже найти и самостоятельно. Да, самостоятельно. Есть сайты с поиском работы. Это не такая большая проблема. Тем более здесь есть и русскоязычное комьюнити, в котором всегда можно узнать о каких-то возможностях трудоустройства, даже без какого-то хорошего польского. Я думаю, это тоже такой хороший плюс. А еще, может быть, вам повезет, как и мне. Кто там за нами уже следит, тот знает, что я работу не искала, работа нашла меня сама. Спасибо большое, я вообще очень благодарна, что так получилось, и мне не пришлось искать работу. Но это вообще отдельное видео, отдельная история, поэтому единственное, что я могу добавить, это спасибо полякам. Да, вы классные, открытые. Если есть желание и старание, работа найдется. Да. И также следующий пункт мы хотели отметить — это зарплаты, да?
Да, ну и как-то в целом, наверное, уровень жизни, потому что зарплата позволяет очень много как-то жить получше. Например, я в Беларуси, работая больше часов и немножко в другой сфере, но все же, я зарабатывала намного меньше, чем я работаю здесь, 4 часа, и я зарабатываю намного больше, вот так за 4 скажем. часа Да, за 4 достойно. часа я зарабатываю больше, чем я работала 6 часов на работе. Мне кажется, это уже круто, да? Да. Про себя я могу сказать, что примерно доход мой остался таким же. Все-таки налоги здесь выше. Ну и как бы заходя на новый рынок, я еще, может, как-то и недооценил себя, но я думаю, перспективы здесь получше, чем в Беларуси, если сравнивать. Поэтому через год-два ситуация должна быть довольно приятной. Еще хотела немножко добавить, что переезжая в Польшу, вот из наших постсоветских стран, вы на любой, мне кажется, работе обратите внимание на то, что у вас улучшится уровень жизни. Вы сможете себе позволить намного больше, чем позволяли в наших странах. У нас таких примеров много, мы приводили уже тоже их на канале, поэтому я думаю, что это заметил каждый. Да, просто в Польше, наверное, существует такое понятие, как средний класс. Все-таки не во всех странах можно прям такой найти слой общества, довольно многочисленный, у которого хватает на все свои потребности и, в принципе, просто спокойная жизнь. Потому что бывает, что в наших странах многие люди живут не очень хорошо, когда большинство денег заработанных уходит на необходимые траты. И что-то отложить, либо позволить себе что-то интересное, типа путешествия, это уже сложно. И продолжая тему с уровнем жизни, нельзя не отметить то, что в Польше особенно много каких-то новостроек, причем очень таких современных, красивых, малоэтажных, приятных для жизни. Да, конечно, мы говорим про аренду сейчас. Аренда стоит дороже, наверное, если сравнивать с Беларусью, с Россией, если сравнивать, наверное, с Москвой, то может и дешевле. Да, здесь дороже, чем в Минске, но средний уровень качества квартир в Минске, он несравним. И если взять какой-то сходный вариант квартиры с хорошим ремонтом, отделкой, мебелью в Минске, возможно, он будет стоить таких же денег. А возможно и больше. То есть там главное, если там метро рядышком, то даже если какой-нибудь бабужатник, то он будет стоить, как тут красивая квартира. И мне еще очень нравится, когда залазишь на сайты и ищешь там себе квартиру, которую снимать, и практически всегда она выглядит так круто. Вообще эти ремонты. Ты даже не думаешь о том, что ты сейчас отдашь такую кругленькую сумму. Ты думаешь о том, что жить в такой-то красоте, ладно. Да, здесь я готов отдать эту сумму. Как будто дизайнеры работают над большинством квартир. Плюс здесь есть Икеа, поэтому очень так несложно составить какой-то классный интерьер, относительно недорого и стильно получится. Еще мы чуть не забыли один из важных пунктов, то, что помимо заграничных путешествий в Польше довольно развит местный туризм. Здесь куча возможностей для этого. Есть и горы, есть море, песок. Есть тоже какие-то заповедники, озера, куча всего. Помимо этого много старинных городов, отреставрированных, с историческими какими-то памятниками. Ну и поляки это ценят. И это очень приятно наблюдать. Просто в любом городе можно найти какие-то такие классные места. Типа этот старый рынок, такие площади. Да, даже в маленьких городах, по которым мы иногда катаемся. И там такие жемчужины мы находили. Практически всегда есть классный такой центр в каком-нибудь городе, какой-нибудь такой центр, который отреставрирован, очень классно сделан. И просто как путешественник или просто случайно приезжий в город, ты всегда наблюдаешь и думаешь, неужели вы так можете относиться к своим городам? Это действительно классно. Мы обязательно хотим еще съездить как-нибудь в горы. Уже, наверное, не этой зимой, потому что она заканчивается. И, может, вообще не зимой, а просто на хайкинг уже в теплое время. Также мы были в Гданьске, но тогда не сумели
добраться именно к морю, посмотреть. Мгм. Тоже это у нас в планах. Плюс, я знаю, еще есть классный парк развлечений Энерджиландия. Мы туда тоже обязательно планируем добраться, уже, наверное, где-то летом, Мгм. чтобы помимо аттракционов зацепить еще и аквапарк. Ой, ребята, мы так любим аттракционы. Мы были в Испании на аттракционах. И в самом классном И в самом аквапарке классном на Канарах. аквапарке, да, на Канарах. Блин, это вообще офигенно, поэтому я жду, что в Польше не хуже. Да, просто по фото-видео Да. очень классный парк аттракционов. Такой, Мгм. ну, точно один из лучших вот, в Центральной Европе. А, возможно, конкурент даже Да. лучших во всей Европе. Но мы надеемся там провести прям супер классный день. Я вообще прям в предвкушении. Ребятушки, оставайтесь с нами. Будем вместе Все кататься. будет записано. Да. И еще один самый важный для меня пункт. Все знают, что я люблю поесть. И это, безусловно, нужно отметить, что тут хорошие, вкусные, качественные, со всех привезенные стран продукты. И они очень доступны. Ты всегда можешь себе позволить все, что угодно. И это, безусловно, еще один плюсик в Польшу, да? Да, конечно, это Ради этого важно. стоит ехать сюда. Ты можешь позволить себе все. Тут даже, из Украины привозят еду. Если ты соскучился по таранке, там, по сыркам, по зефиру, ты всегда Да. можешь прийти в украинский По семкам. магазин. Да, по Что семкам. угодно. Даже из Италии, даже вот далеко не надо ходить, в Lidl заходишь, там постоянно какие-то разные, неделя, там, американская неделя, итальянская, испанская, греческая, да. французская. Ты всегда заходишь, улитки хочешь, вот, приходи в эту французскую неделю, ешь своих улиток. Ну, реально это все очень доступно. Да, с местным уровнем зарплаты Мгм. это реально доступно. Ну, как минимум в процентах мы стали меньше тратить именно на еду. Как бы в самой сумме плюс-минус Мгм. столько же, сколько в Минске, только питание стало в разы разнообразнее и Мгм. интереснее. Кроме еды, здесь, конечно, еще очень хорошо развит рынок торговли одеждой, обувью, чем угодно, техникой. Мы рассказывали уже, что есть аутлеты с техникой, мы пользовались. Мгм. К тому же очень доставка всего развита, так и продуктов, так и Мгм. как бы промышленных каких-то товаров. Очень хорошие скидки, очень много сетевых магазинов, масс-маркета и не только. Да. Есть аутлет, Ой, мы это тоже вообще планируем класс. еще туда добраться. Но в целом очень много скидок, классных магазинов, да. То есть мы по приезду закупились, Мгм. были летние скидки, распродажи. Мы очень выгодно закупились, много всякой одежды, потому что приехали налегке. Мгм. Ну и это оказалось хорошим выбором нашим, потому что здесь реально мы в хорошее время приехали, закупились Быстренько просто так. всем необходимым Да, за закупились. очень небольшую сумму. Еще в таких наших любимых магазинах. Еще я хотела добавить, что сама доставка осуществляется разными способами, что тоже очень удобно. Ты можешь выбрать или курьер, или вот, например, в Жабку доставка может быть. А Жабки обычно тут практически Чуть в ли каждом на каждом доме, углу. да, очень близко. Либо тут есть почкомат, что тоже очень удобно, потому что они тут расставлены в шаговой доступности. Их очень много. Поэтому, мне кажется, это тоже классно. Ради этого стоит приезжать. Да, жизнь в целом комфортная во всех аспектах. Да, очень комфортно, классно. По крайней мере, прям таких существенных недостатков, ради чего бы я сказала, не, надо ехать обратно. Там-то в Беларуси было получше. Я такого еще ни разу для себя не отметила, не заметила. И мне кажется, Сашка тоже. Да, конечно. Вот такие причины были у нас. Если вдруг вам это поможет, и вы подумаете, классно, в принципе, переехать в Польшу, то, мне кажется, наша миссия выполнена. Это потому будет что... хороший выбор, Да. скорее всего. Да, поэтому, ребятки, на этом мы уже будем прощаться. Следите за нами дальше. Оставайтесь на нашем канале. Подписывайтесь, ставьте Подписывайтесь лайки. обязательно. Да. Да, мы будем продолжать мотивировать Мгм. всех остальных на переезд в Польшу, показывать лучшие, не только лучшие, наверное, стороны, просто жизнь, как она есть. А плюсов все-таки здесь больше, причин переезда достаточно. Так что Еще хотела бы добавить, обязательно настройте себя на то, что все будет хорошо. Даже
Понятно, что будут какие-то сложности при переезде, но это неизбежно. Но все равно настраивайте себя на то, что сложности заканчиваются, и потом все равно наступает та самая долгожданная белая полоса, она наступит в любом случае. Адаптация проходит довольно легко и быстро, потому что открытость поляков помогает, язык не самый сложный все-таки. И от вас самих очень много что зависит. Всегда оставайтесь позитивными, классными. Мы в вас верим, все у вас получится. Спасибо еще раз и пока! Пока!